Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алексей, Евгений, канал Радио Бушкрафтинг. Наша команда радиоскаутов приветствует всех наших зрителей и подписчиков. Сегодня мы проводим небольшой эксперимент нашего усилителя. Вот он перед вами, KL300. Это итальянский усилитель. Ну, конечно, я уже давал обзор, но хотелось бы немножко показать его с разных сторон и какую мощность он, в общем-то, выдает. Давайте покажу, как это работает, сколько поступает, сколько, как говорится, мы будем получать. Значит, режим следующий. Установлен режим Low. Дальше режим SSB. Ну, а это кнопка включения-выключения. То есть, это, я думаю, понятно. Значит, переходим к трансиверу. И это будет режим несущий. Значит, мы сейчас включаем режим, ну, например, AM. И я вам покажу, что мощность стоит Power Set 5. Теперь давайте посмотрим, сколько будет здесь на индикаторе, когда я в режиме Low. Итак, мы видим, что около 50 Вт. А значит, запитано у меня через блок питания. Это блок питания компьютерный. Ну, в общем, он позволяет получить где-то ток до 20 ампер, что, в принципе, позволит нам разогнать усилитель до 100 Вт. Ну, это в теории. Теперь я начинаю немножко увеличивать мощность. Давайте я сейчас поставлю 10. И давайте посмотрим, что изменится с мощностью на этот раз. И мы видим, что у нас сколько там уже, по-моему, 100 Вт есть. Так, 100 Вт. Но сейчас снимает оператор, не я, мне как бы немножечко не видно. Хорошо, давайте я поставлю 14. 100. Ну, там, в принципе, вот максимум на 26, и где-то у нас получается 120, ну, где-то, в общем, по заверению можно получить максимум где-то 150 Вт. Итак, это у нас был режим Low. Давайте посмотрим, что произойдет, если я переключусь на режим High. Да, и забыл сказать, что мы сейчас работаем, ну, может, вы уже видели. Сейчас просто покажу, что мы работаем на частоте 14 МГц, то есть, соответственно, 20 метров, 20-метровый диапазон. И антенна у нас GP, то есть, фактически... Вот. Теперь давайте переключимся в режим High и Low. Посмотрим, что будет меняться. Итак, сейчас также 5 Вт. Женя, покажи крупным планом индикатор мощности. И давайте посмотрим. Значит, у нас 50 Вт. Я переключаю в режим High. Теперь посмотрим. И мы видим 150 Вт. То есть, вот видите, при этом 5 Вт поступает на усилитель, и мы получаем на выходе 150 Вт. Как видите, все хорошо. Ну и обратите внимание, что КСВ у нас, в принципе, в пределах нормы. Итак, вот такой усилитель. Значит, я в прошлом ролике сказал, что, значит, его необходимо качать мощностью, ну, не менее 5-6 Вт. И когда мы подключаем QRP трансивер ICOM, допустим, сейчас я все выключу и буду показывать дальше. Не ICOM, а YASU 817, который у нас в SSB. Вернее, он 5 Вт дает, но в SSB вы понимаете, что амплитуда, когда вы говорите громко, то вы получаете пик. Тогда мощность получается большой. Когда вы говорите голосом потише, мощность, конечно, падает. И в этом случае получается так, что иногда может получиться, что не хватит мощности для раскачки усилителя. Ну и кто-то посоветовал: Алексей, подключите там или педаль, или что. Давайте просто я вам покажу задник. И вы увидите, что в принципе, сейчас выключу все на всякий случай. Давайте просто посмотрим, как это выглядит сзади. Вот он, здесь, в принципе, нету больше ничего. Вот только вход и выход. Как говорится, и источник питания. То есть, ну, невозможно сюда подключить что-то. То есть, чтобы что-то делать, это надо лезть вовнутрь. А лезть вовнутрь, опять-таки, я не люблю. Сейчас кто-то скажет: Алексей, вот вы поэтому не радиолюбитель. Да нет, не поэтому. Потому что вот это устройство на гарантии. Вот, видите, написано: гарантия не вскрывать. И вот пока оно на гарантии, я внутрь-то не полезу. Да, конечно. Вот, ровненько покажем, сделаем. То есть, ребята, это вот на гарантии. И, как видите, я бы, например, ну, не хотелось бы. Тут еще одна наклейка какая-то тоже, что там по-английски написано. Ну, это мы прочитать не можем. Ну, да нет, просто я сейчас даже не хочу особо нагружать. Вот, и посмотрите, что вот здесь у нас, вы видите, вот получается, что здесь только
вход и выход, антенна, вход, антенна, выход, и больше ничего нет. Ну, естественно, провода питания. То есть, в принципе, кто, вот если хочет, допустим, такой купить, он действительно из усилителей недорогой. В SSB работает. Только что я проводил связь в SSB, нареканий как бы не было. Ну, для наших зрителей я сейчас попытаюсь провести еще одну радиосвязь, но это уже будет отдельное включение. Оставайтесь на канале, вы узнаете очень скоро, что из этого получится, как нас там будет слышно, и все. Так что ожидайте, друзья. Радио Николай 6, Леонид, Женя. Дима, принимаете 6-й район, РА-3ЦА, радио Николай 6, 2, Леонида Жук, прием. Так, 2, Леонида Жук, QRX, 7-й район, Слава Федор, по-моему, да? Подождем. Нас приняли, но придется... Не успел. Леонид Жук, слушаю. Радио Анна 3, центр Анна, радио Николай 6, Леонид Жук. Дима, поприветствую вас. Принимаю 5-9, пятерка, девятка, Алексей, недалеко от города Белая Калитва, на приеме. Да, радио Николай 6, Леонид Жук, радио Анна 3, центр Анна. Вот у меня грозовой разряд прошел, я понял, Николай. Радио Николай 6, Леонид Жук, радио Анна 3, центр Анна, и я имя не успел записать. QSL, значит, имя мое Алексей. Алексей, получено, Дима? Да, Алексей, без вопросов. Просто у меня грозовой разряд прошел, и как раз это самое, я не понял, Александр или Алексей. Замечательно. Но не громко, 5-7, 5-8, но достаточно уверенно. Радио Николай 6, Леонид Жук, радио Анна 3, центр Анна. РА-3ЦА, РН6 ЛЖ. Да, спасибо за 5-7. Ну, громко получаю 5-9, 5-9. Работаю я сейчас на антенне GP, вертикал нахожусь на даче на базе, недалеко от города. ЯСУ 857 и помощник усилитель итальянский КЛ-300. Работает он сейчас в режиме SSB и мощность на выходе около 100 Вт, на приеме. Да, понял. Радио Николай 6, Леонид Жук, радио Анна 3, центр Анна. Ну, у меня Т-2000, 100 Вт мощности, никаких усилителей и 3 элемента ЕГЭ. Конкретно смотрят вот в вашу сторону антенну на 15 метров в плотном окружении леса. 8-9 баллов. Ну, там картинки на всех этих сайтах есть. Радио Николай 6, Леонид Жук, радио Анна 3, центр Анна. РА-3ЦА, РН6 ЛЖ. Да, Дима, все получено. Большое спасибо за информацию об оборудовании. Ну, могу сказать, что погода у нас здесь тоже, похоже, ну, грозы еще не наблюдается, но уже облака сгущаются. Возможно, что к вечеру может быть и дождик быть. А так, в принципе, погода пока переменная. Ну, и где-то около 28-30 градусов температура. Ну, главное, что солнышко сейчас в облаках, поэтому не так сильно жарко. Но душно. Душно, это вот перед дождем такое бывает. На приеме. Да, я понял. Радио Николай 6, Николай Жук, Жук, РА-3, центр Анна. Но я, в общем, завидую вашей погоде, потому что у нас буквально час назад прошел ливень. Сейчас грозовые разряды, почему я переспрашивал имя. Вот, и я в 2 свитерах сижу, и температуру порядка 11-12 градусов согреется. Да, понятно. Ну, ничего страшного, не приняли, подскажем, это нормально. Тем более, что тут грозовые разряды, я еще испугался, как бы там не нашалила эта молния, а то, не дай бог, еще и аппаратура пострадает. Ну, все нормально, так что без проблем. Ну, а погода у нас действительно сейчас, вот, скажем, комфортная. В прошлом году это вообще было очень страшная, такая ясная, и градусов 40-45 это в тени было. То есть практически спасаешься только на речке. А сейчас вот так вот и ветер прохладный, и все, комфортные условия. Ну, в общем, как раньше, в старые добрые советские времена было. Так что без проблем. Хорошо. Дима, если будут вопросы, я отвечу на приеме. Всего самого хорошего отдыха и удачи, до встречи на других диапазонах и другими видами модуляции. Работаю в телеграфе, так что я думаю, будем встречаться. Пока-пока, 7-3.
R30 RN6 LG для финала. Дмитрий, дорогой, все получено. Большое спасибо. Я пожелаю вам всего доброго из Белой Калитвы на Москву 73. А также работаю в телеграфии в цифре, так что сможем с вами встречаться, надеюсь, не один раз. Много-много лет в эфире быть и удачи. Приятных дальних связей. До свидания. Всего доброго, удачи, всего хорошего. Пока-пока. Ну, вот так вот провели связь. Как видите, все замечательно слышно. Так что режим SSB у этого усилителя нормальный. Кстати, вот я сейчас его потрогаю, он немножко нагрелся. Ну, где-то градусов, вот не знаю сколько, может так 30-40. Ну, рука терпит, тепленький, ну, больше 30, да, где-то 35, может, вот так, даже, может, 3, нет, наверное, где-то градусов 40 все-таки будет, но не больше. То есть, в принципе, вот такое дело. Итак, друзья, кто, если что, хочет спросить про этот усилитель, пожалуйста, спрашивайте, я, конечно, отвечу, об этом сниму обязательно ролик, но на сегодня у нас все, мы заканчиваем наш сегодня ролик, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал Радио Бушкрафтинг, кто еще не подписался, ну и, конечно же, всем крепкого здоровья и от нашей команды Радио Скаутов большой привет, 73, и всем пока-пока. С вами был Алексей Евгений, увидимся с вами очень скоро в следующем ролике. Оставайтесь на канале, пока.